Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, весна 2024 года. Как изменится ваша жизнь? И планетарно планета Юпитер в конце мая переходит из знака Телец в знак Близнецы. Может быть, сложилась какая-то ситуация в течение зимы, последних месяцев зимних, когда сложилась какая-то реальность. И мы все как раз и будем большими реалистами, потому что нам нужно увидеть, что же есть по факту. Это когда захочется задать, может быть, себе вопросы, во что я вкладывался или вкладывалась, и что из этого получилось. Что дальше? Какие мои дальнейшие действия или чем я буду заниматься? И это обусловлено дважды еще и Плутоном, который в вашем знаке. И как и ваш знак, мои дорогие водолеи, так и знак Близнецов. Это все же стихия воздух. И воздух – это интеллект. И если прежде, за период нахождения Юпитера в знаке Телец, мы говорили, что на повестке вот этого периода у нас стояла ось отношения и финансы, то теперь, когда в конце мая Юпитер перейдет в знак Близнецов, у нас будет другая ось отношения и моя свобода, моя индивидуальность, моя самодостаточность, мои намерения, мои цели. Мы поставим себя на первое место. Вот этим, наверное, ваш знак тоже отличается. И Плутон как раз где-то будет помогать какой-то стереотип, ну, нивелировать из нашей жизни всем нам. Поэтому эпоха Водолея уже в действии. Ну, давайте мы узнаем, что думают карты. Не сказала еще и Уран. Нам добавляет как вишенку на торте и говорит то, что незначительно оно должно уйти из нашей жизни. Ведь Уран, хоть и связывают часто эту планету с разрушениями, но Уран никогда не разрушает то, что может быть применимо в дальнейшем, или то, что может быть нам полезно. Скорее, он забирает из нашей жизни ненужных людей или какую-то ситуацию, какие-то наши прежние разочарования. Мы не можем на них построить счастье, значит, мы тоже должны принять какую-то реальность и идти дальше. Ну, давайте узнаем, что думают карты. И у нас сегодня две колоды, мои дорогие. Это Таро Истока и очень добрая колода карт, она так и называется, колода добра, которую прорисовала великолепная художница и таролог со стажем, очень мудрый, и подаются карты с позиции позитивной психологии. Давайте будем добрее к самим себе, к собственной душе, к собственным планам, к своей мечте, мои дорогие. Мечта нас окрыляет. И вы, мои дорогие водолеи, нам всем нужно у вас поучиться одному очень важному качеству. Вы умеете видеть мир глазами ребенка. И это, по сути, та мечта, которую мы хотели осуществить. Мечты сбываются. И, может быть, они к нам приходят совсем не тем путем, как мы вначале это предполагали. И жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Но вот как раз мы рассмотрим альтернативные варианты развития событий. И достанем три карты, мои дорогие водолеи. Каждая карта будет соответствовать месяцу. Большие карты, крупная колода. Но очень красивая. Итак, март месяц для вас, мои дорогие водолеи. Какова энергетика или вопросы, которые будут у вас на повестке наиболее актуальными? Март, апрель, май месяц. И раскроем значение этих карт на колоде Таро Истока. Достанем карты по основным сферам жизни. Что на весенний месяц, как видят для вашего знака зодиака, этот период карты. Первая карта – дела, работа, бизнес. Финансы, денежная энергетика. Личная жизнь. Неожиданности возможные. И достанем такую карту, что вас будет радовать, приятности. Достанем также и карту совет, которую мы раскроем после того, как увидим уже наш прогноз. Итак,
Что же у вас, ну вот так, март, десятка земли вообще шикарно, да, и посмотрите, какая красивая карта, как будто девушка эльф, есть и воздух, есть и полет, крылышки, и есть какая-то взаимосвязь с внешним миром, это единство какое-то, и недаром у нас как будто пентакль, а в центре пентакля трикветр. Один из символов, кстати, и Троицы, и правильного взаимодействия с миром, с возможностями, когда гармония в душе, когда гармония и с какими-то обстоятельствами. И вообще это карта достатка, это карта изобилия, процветания, надежных отношений, теплого, уютного дома. И поэтому вот самые разные могут быть к решению у вас вопросы, которые будут касаться в целом вашего благополучия. Может быть, отчасти и взаимоотношений, или что-то вы себе словно изменить, может быть, захотите свою жизнь, внести какие-то коррективы, и это будет все очень правильно. Это будет как раз и означать, что будет прогресс как и в финансах, так и, может быть, в знаниях каких-то, или в улучшении качества вашей жизни. Нечего добавить. Давайте посмотрим апрель. Королева воздуха. Посмотрите, какая добрая карта. Королева мечей называют, но здесь, в этой колоде, удивительная королева, как будто и держит она, кстати, сову на плече, как будто сова у нее сидит, и это один из символов мудрости, мои дорогие. И поэтому, знаете, новые возможности. И, безусловно, сильная позиция, сильная самооценка, мудрые решения, организация своей собственной жизни совершенно по-другому. И когда у вас все получится, ведь это ваша карта, ведь это стихия, воздух, вот тот самый интеллект, и где-то одновременно и интуиция. Интуиция, по сути, это и есть тандем нашего интеллекта и какого-то предыдущего опыта, когда мы, не пропуская через эмоции, умеем видеть какую-то реальность, данность. Шикарно. Давайте посмотрим дальше. Май месяц, туз огня, но тут какие-то либо важные решения, либо важные события могут произойти, или какой-то инсайт вас посетит, вы чем-то решите заниматься, или наоборот, от чего-то можете отказаться. Это окончательное своего рода решение, когда я теперь знаю как. Может быть, эта карта еще говорит про возможности, вообще много энергии, жизненных сил, и для кого-то из вас вы на что-то можете тут словно решиться. Это исполнение карты, вот именно это, исполнение своей мечты. Как будто мечту я теперь превращаю в реальность. Это карта, безусловно, смелости, и это карта свободы, карта мужества, следовать за своей мечтой. Но у вас удивительный весенний период. Есть в нем и прагматизм, есть и жизненные силы, есть и достаток, есть в нашей реальной жизни, да, вот это самое благополучие, оно как будто с марта месяца присутствует. Благодаря, наверное, тому, что вы умеете видеть как-то правильно обстоятельства и соединить с вашими намерениями. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. Ну, наверное, мне нужно заканчивать наш прогноз. Карта Солнца. Это исполнение желаний. Но, безусловно, если мы так поконкретнее скажем, карта Солнца – это выбор правильного направления. Видимо, у вас в течение весны, вот эти 3 месяца и последующие, как минимум, месяца 3, они будут для вас архиважны. Вы закладываете действительно новое качество жизни. Это карта нашего эго, но и про выбор правильного направления я сказала. И вот вам с чем-то нужно определиться. У вас в этот период будет много возможностей. И если вы может быть такое желание, что, я где-то хочу отдохнуть, где-то можем проблагодушествовать и упустить какие-то возможности. А карта нам сразу говорит, иди за той своей мечтой или за тем своим намерением, которым ты не сомневаешься. Поставь перед собой какие-то выполнимые цели, чтобы максимально полезным для тебя был период весны. И действительно многое получится. У кого-то это, вот знаете, как, посмотрите, как будто солнце освещает вашу жизнь, открывая перед вами как врата. Может быть, это как вселенная, высшие силы. Но, безусловно, по карте солнца тут, знаете, как благодарность тому, что в мою жизнь входит что-то доброе, хорошее. И это карта изобилия. Поэтому много возможностей, это как минимум. Финансы.
Вот есть такая фраза, я часто ее говорю, и это не крылатая фраза, ее не сказал кто-то из великих людей. Ее сказал мой один из друзей, очень мудрый человек. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Я себе очень часто эту фразу говорю и делюсь с вами, мои дорогие. Правда, иногда к нам приходят ну, вот такие фразы, которые следует запомнить на всю жизнь. Особенно, когда мы руки опускаем, правда, это у каждого бывает. И вот здесь как раз человек нам показан, восьмерка монет, одна из лучших карт в колоде на работу и на деньги, который какой-то сложный предмет как будто собирает, выполняя кропотливую работу. Может быть, это сложно вообще соединить. И пусть он, предмет какой-то, выглядит для нас, ну, где-то по-дурацки, мы не понимаем, зачем он это делает. Но главное, он знает, зачем это нужно. И поэтому на деньги у вас прекрасная карта выпадает. Это карта возможностей, как и новых начинаний, так и в последующем прогресса, который говорит, что вы и сейчас профессионал, и как будто нужно заниматься любимым делом. И если даже где-то не разделяют наши взгляды или людям не видно конечный результат, вот все равно какой-то профессионализм вас приведет к финансовому успеху. Действительно, работай, и у тебя все получится. Продолжаем. Личная жизнь. Король чаш. Обрати внимание на личную жизнь. У кого-то конкретно по кубковым картам двора часто проходят наши близкие, супруги, или с теми, с кем мы в паре, у кого-то смена статуса. Может быть, прежде встречались, дружили, а тут надумаете жить вместе. Или жили какой-то период, а теперь вы обвенчаться надумаете. Но карта не про венчание, скорее про запись гражданского состояния, потому что про венчание больше иерофант. Но, значит, как будто все равно статус-то меняется. Или для тех, кто в паре, значит, вы будете думать заодно, какие-то планы будете строить. Благополучная карта, кстати, на финансы тоже могут приходить из двух источников: финансы, и говорит это о том, что как будто и от вашего партнера могут быть как бы улучшение вашего благополучия, или то, что вы вместе надумаете, вполне вероятно осуществить. Для тех, кто в сложных отношениях, остаться довольным все равно. Либо вы какую-то историю окончательно можете решить и завершить, если нет взаимопонимания, или если есть что сохранять, вы какое-то Соломоново решение тоже принять можете. А для тех, кто один или одна, мои дорогие, нельзя быть одному или одной. Счастье, оно не бывает полноценным, таким объемным, если мы что-то, ну, как будто в одной области продвигаем, а остальное оставляем на потом. Давайте мы раскроем значение этой карты и достанем карту для тех, кто в паре, кто человек семейный. Что нам еще скажут карты Таро Истока для тех, кто в паре? Взаимодействие правильное. Может быть, знаете, тут и дискуссии какие-то будут, но дискуссии в плане доброй дискуссии, для того, чтобы итог какой-то был идеальным, понимаете, и новые возможности. Вот правда, правильное взаимодействие. Может быть, кто-то из вас будет на выборе в плане переезда, мои дорогие. Такое тоже может быть. Тут может быть все, что угодно с картой Солнца, когда сбываются наши мечты. И вы тут словно подстать будете, правда? Тут даже если и есть какие-то, вот как я сказала, дискуссии, но Соломоново решение вы принимаете. Вообще благополучный период жизни, нам об этом уже десятка земли где-то сказала. Для тех, кто в сложных отношениях, мои дорогие, влюбленные, примириться, правда. Или сделать важный выбор. Может быть, у кого-то и любовный треугольник. Значит, вам самим, мои дорогие, захочется больше ясности в своей личной жизни. И вы будете, может быть, на выборе, и вы его сделаете тогда с легкой душой. Что-то в вашей жизни будет более определено, больше будет понимания, больше будет вдохновения, будет больше, знаете, уверенности в сегодняшнем дне и в дне завтрашнем. Потому что в первую очередь аркан влюбленный, конечно, про любовь. Ну и вторично где-то есть и выбор. Может быть, вы будете что-то вместе решать, мои дорогие. Но благополучная карта. А для кого-то из вас, правда, какой-то тройственный, если был союз,
разобраться окончательно, с кем я. Вам тоже захочется. Или мы продолжаем, переводим на новый уровень наши отношения и как-то разбираемся по нашей ситуации. Либо мы что-то завершаем, и я продолжаю один или одна. Вот такое тоже может быть. Для тех, кто один или одна, мои дорогие, давайте мы достанем карту. Правда, туз жезлов, туз огня. Какое-то важное решение вы будете принимать. Одному или одной быть нельзя. И для кого-то из вас, если я могу предположить, к примеру, если были отношения как дружба, вот решение, что мы вместе. Или вы можете познакомиться даже с человеком, решая какие-то вопросы. Это может быть как интерес к какому-то новому человеку в вашей жизни. И нам не говорят сразу про любовь, но все-таки туз жезлов– это возможности. И здесь может быть судьбоносная встреча, которая больше где-то будет строиться, может быть, через работу, через решение каких-то вопросов. Для вас будет важно не просто личная жизнь ради личной какой-то жизни или удовлетворения каких-то, таких физиологических потребностей. Нет, тут вам должен быть партнер другом, единомышленником, союзником. Вот для вас это будет как будто очень важно, чтобы он вас понимал, принимал, не пытаясь перекроить, переделать. Вот это все для вас какая-то гармония значит. И вы будете на пути к этой гармонии, мои дорогие, правда. У вас очень благоприятный период и на личную жизнь тоже. Весенний, не пропустите. Неожиданности. 4 мечей. Вы знаете, в обычных колодах это когда мы складываем оружие. Уже никому ничего не доказываем, а потому что не хочется. С другой стороны, может быть, и пауза по этой карте тоже проходит. Поэтому где-то что-то у вас развивается, но где-то могут быть и паузы. И, мои дорогие, по этой карте нам говорят, прими это как данность. Не педалируй какую-то ситуацию, потому что если она не зависит от тебя, значит, набраться терпения, что-то подождать, может быть, и придется. С другой стороны, карта говорит, удели внимание своему самочувствию, здоровью. Может быть, какая-то профилактическая процедура или посещение бассейна, или вот, спорт, да, например, я не говорю, все мы занимаемся спортом, но, к примеру, пешие прогулки перед сном. Это и здоровье, это где-то и динамика, и, что интересно, мы еще и спим лучше. Труд и отдых, вот этот режим тоже ему следует уделить внимание. Если мы здоровье, все ведь важно для вас, мои дорогие, потому что вы сами как будто в центре внимания. И вот весной, если мы будем заниматься только одной работой, забудем про себя, про личную жизнь, значит, где-то там будет брешь. И если мы будем чересчур вкалывать буквально, да, забывая про физические свои силы или состояния, то нас тоже может из-за усталости, поскольку иммунитет падает, какая-то болячка уложить в постель. Поэтому вот будьте к себе внимательны в неожиданностях. Каковы же приятности, мои дорогие, 8 жезлов? А вы знаете, вот если мы говорим по 4 мечей, что это у нас какая-то может быть пауза, то это карта скорости, когда быстро что-то начинает меняться. Значит, в вашей жизни, мои дорогие водолеи, где-то возможны и паузы, но после этого что-то, как высшие силы, приводит в движение, и процесс ваш будет убыстряться. Поэтому, может быть, временные в рамки. Примите это к сведению, к вниманию, что вам будет важно куда-то и не поторопиться за период весны, но в чем-то и не опоздать. Вообще по этой карте еще проходит такое значение наращивание темпа. Поэтому даже если какая-то ситуация у вас замедлилась, так и знаете, будет какой-то пункт и X, и словно что-то придет в движение и намного быстрее ускорится. А еще эта карта может говорить, какая-то новость к вам, информация может прийти, которую нужно, как с ней быстро провзаимодействовать. Чего-то вы не сможете отложить на потом. Но это в позиции приятности, поэтому, мои дорогие, приятности как будто вам обеспечены. И давайте мы с вами узнаем карту совета. И правда, вот нам карта говорит, рыцари жезлов. Как будто человек держит не то планку, не то, это как доска какая-то, да. И нам говорят, держи баланс, будь готов к неожиданностям, вот, кстати, по этой карте.
И совет это звучит такой, что мы должны быть реалистами. Мы быть готовы должны к тому, что обстоятельства меняются, обстановка меняется, люди меняются. Нас ничто не должно застать где-то врасплох. И куда-то мы не должны опоздать, это точно. Но взвешенные решения. Или, может быть, вам придется решать, стоит этим делом заниматься или нет. Имеет ли это продолжение? Вот так рационально. Ваш знак – это интеллект в первую очередь. И эпоха интеллекта, мои дорогие. Поэтому ваши возможности вот просто определить, словно не потратить время впустую или правильно оценить свои силы. Это как по карте совет для вас будет в целом важно. И правда, у вас настолько благоприятный период, когда, ну, куй железо пока горячо. Да и карта-то Солнце, которая вам выпадает, она как раз говорит о очень позитивном периоде, как минимум в 6 месяцев. Помните, вы сейчас избираете свое направление на долгий период времени, лет на 20. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.